В одном небольшом городке появились новые жильцы. Они купили двухэтажный дом в престижном районе, где жили богатые люди. Семья состояла из 2 человек. Мужчина, бывший каскадер, который раньше играл в фильмах, но после неудачного трюка остался без обеих ног. С женой он развелся год назад. С ним приехала его сестра, которая за ним ухаживала. Это была крупная женщина, еще довольно молодая. При вселении в дом она подняла брата как пушинку и спокойно занесла в дом. Также в дом занесли 2 инвалидные коляски и несколько небольших ящиков. Каскадер поселился на 2-м этаже, а его сестра на 1-м. Через несколько дней в доме, неподалеку от новых жильцов, было совершено зверское убийство с ограблением. Всем жильцам дома перерезали горло. Также обнаружили взломанный пустой сейф. Полиция сбилась с ног в поисках преступника. Никаких зацепок, кроме одной. Накануне преступления в городе видели карлика в очках. У дома потерпевших поздно ночью проходил мужчина высокого роста. Раньше жители района их не видели. Дело было поручено детективу Джону Спарку. Еще через 3 дня аналогичное преступление было совершено еще в одном доме. На этот раз был использован обычный молоток. В живых никто не остался. Взломанный сейф был опустошен. Спарк терялся в догадках. Опять в день убийства видели карлика и высокого мужчину. Но что это дает? Мало ли по каким делам их занесло в этот район. Тем более, все равно их сложно будет найти, несмотря на описания от людей, которые их видели. Джон опрашивал жильцов всех домов. Приходил к каскадеру. Тот мог передвигаться только в инвалидной коляске. Одна была на 2-м этаже, другая на 1-м. Сестра забрала брата со 2-го этажа и легко спустилась с ним по лестнице, а затем усадила в другую коляску. Детектив увидел, что у каскадера ампутированы ноги выше колен. После короткой беседы выяснилось, что по ночам каскадер крепко спит и ничего слышать не мог. То же самое сказала и его сестра. Уходя от них, Спарк подумал: а у женщины-то силы, дай Боже, каждому. Брата носит как пушинку и не задыхается. Если бы она была мужчиной, то я бы дал ей 1-й номер в моем списке подозреваемых. Внизу детектив заметил большой сейф. Видимо, каскадер неплохо зарабатывал на фильмах, подумал он и вышел на улицу. Прошло несколько дней. За это время аналогичные убийства произошли еще в 2 домах. В одном из них, на 2-м этаже, убийцы оказали сопротивление. Следы крови, найденные на полу, не совпадали с группой крови убитых. Возможно, это была кровь убийцы. Просмотр видеокамер наблюдения ничего не дал. Они просто не работали в день убийства. Преступник все хорошо предусмотрел. Также были выпотрошены все сейфы. Убийца к тому же хороший взломщик, думал Спарк, направляясь домой. Ему нужно ехать в другой район, совсем рядом с этим. У него был небольшой дом, в котором он жил с женой. Детей у них не было, так уж сложилось. Сара встретила его радостным возгласом: «Джон, ты как раз вовремя. Я пирог яблочный испекла». Они жили душа в душу. Джон очень любил сильно жену. Она отвечала ему взаимностью. Даже годы не смогли уменьшить эту любовь. Не успели они сесть за стол, как зазвонил мобильный. Звонил напарник Спарка, Майк. «Джон, у нас проблемы». Звонил каскадер.
Тот, что недавно переехал. На его сестру кто-то напал. Он слышал крики внизу. Я сейчас заеду за тобой». Полицейские вошли в дом. На первом этаже, недалеко от раскрытого сейфа, лежала сестра каскадера в луже собственной крови с перерезанным горлом. Видны были следы борьбы. Вещи были разбросаны по комнате. На втором этаже, у лестницы, в инвалидной коляске, сидел хозяин дома. Увидев Спарка, он спросил с надеждой в голосе: «Она жива?» Детектив покачал головой. Каскадер опустил голову и развернул коляску. Его плечи вздрагивали, он не мог сдержать рыдания. «Бедняга! Ему теперь будет очень тяжело», — подумал Джон и вышел на улицу. Спарк не любил проигрывать. Он был на хорошем счету у начальства. У него уже много раскрытых дел. Но сейчас его явно кто-то переигрывает. Это злило детектива. Когда были закончены все необходимые мероприятия в подобных случаях и тело женщины увезли, детектив решил поговорить с хозяином дома. Тот сидел в коляске и смотрел в одну точку. «Простите, мистер». «Зовите меня просто Алекс». «Хорошо, Алекс. Расскажите, что вы слышали?» «Я был в своей комнате, когда услышал голоса внизу. Сестра с кем-то ругалась. Это был мужчина. Потом она закричала, и все стихло. Я подъехал к лестнице и стал ее звать, но она не отвечала. Тогда я позвонил в полицию. Вниз я не могу спуститься, сами понимаете». «Да, конечно. А может, вы еще что-то заметили странное?» «Да. Дело в том, что в дверь никто не звонил. У меня в комнате есть звонок. Он молчал. Значит, сестра кого-то ждала». «Или преступник уже был в доме», — задумчиво перебил Алекса детектив. «А зачем вам звонок? Вы же все равно не сможете дверь открыть». «Понимаете, моя сестра иногда забывает ключи от дома. Забывала. Вот и сделали звонок для меня. Если 2 длинных звонка и 1 короткий, значит, пришла сестра, и у нее нет ключей. А у меня есть запасные. Я их в окно и выкидывал. Пару раз уже было такое. Извините, мне нужно прилечь. А вы осматривайте дом. Будете уходить, просто захлопните дверь. Ворам я уже не интересен. Я так понимаю, сейф вскрыли?» «К сожалению, да. Там были все мои сбережения». «Сочувствую. Как же вы теперь?» «Ничего». Каскадер вздохнул. «Я уже позвонил бывшей жене. Она живет в соседнем городе. Рассказала о несчастье. Она приедет сегодня вечером. Извините, я пойду. Мне нужно побыть одному». С этими словами Алекс заехал в свою комнату и закрыл дверь. Детектив стал осматривать 2-й этаж. Кроме комнаты хозяина, был еще раздельный санитарный узел в глубине коридора. В торце коридора было окно. Рядом с ним пожарная лестница. Джон открыл окно и стал разглядывать лестницу. На ней он увидел что-то похожее на засохшую кровь. «А что, если преступник проник в дом через окно, забравшись по этой лестнице?» – подумал Спарк. «Может, окно было открыто? Надо уточнить у Алекса. Но сначала нужно взять на пробу то, что он обнаружил». Детектив достал телефон и позвонил напарнику. Связи не было. «Странно», – подумал Джон и спустился вниз. Как раз к дому подъехал его напарник Майк. «Ну что, нарыл что-то?» – спросил Майк. «Слушай, дружище, а ну-ка подымись на 2-й этаж, а я тебе позвоню». «Зачем?»
удивленно спросил напарник. «Делай, что говорю, все вопросы потом». Джон дождался, когда Майк поднимется на второй этаж, и набрал его номер. «Абонент недоступен», — услышал он. «Майк, а ты теперь меня набери», — крикнул детектив. «Джон, здесь связь не берет». Ну как тогда Алекс позвонил жене и вызвал полицию? Джона осенила догадка. Он быстро поднялся на второй этаж и распахнул комнату каскадера. Она была пуста. Только было распахнуто окно рядом с пожарной лестницей. «Майк, быстро перерой здесь все. Я вниз, вызову подмогу. Похоже, мы нашли настоящего убийцу». Джон бросился вниз, вызвал патрульную машину и поднялся к напарнику. «Есть результаты?» «Еще какие? Вот, смотри!» Майк распахнул дверь шкафа. «Здесь у нашего каскадера разные протезы для ног, от длинных до коротких. Вот тебе и высокий мужчина, и карлик. Он не только ходит, но и по лестницам залезть может», — произнес Майк. «Да, тут тебе еще письмо. Написано детективу Спарку». Джон взял конверт с письмом. «Пойду встречу спецов», — сказал Майк и вышел из комнаты. Спарк разорвал конверт и достал письмо. «Если ты читаешь это, значит, ты все понял. Это плохо. Для тебя плохо. Ты вынуждаешь меня уйти в бега. Вы все равно не поймаете меня. Я изменю внешность, сделаю новые документы. Но знай, я никогда просто так не ухожу. Я всегда забираю у людей самое ценное. У убитых было много денег и драгоценностей. У тебя нет ни того, ни другого. Ты хочешь знать, что я заберу у тебя? А что для тебя самое ценное? Подумай, ищейка». Детектив спустился вниз. Полицейские уже были у дома. К нему подбежал напарник. «Я тут поговорил с ребятами. Похоже, это тот, кого мы искали. Он действительно был каскадером, но у него нет сестры. Скорее всего, это была его напарница. И он убил ее из-за денег. Похоже, она начала его шантажировать и потребовала увеличить свою долю. Он так ловко провел всех нас. На него никто не подумал бы. Что с тобой, Джон? Ты весь бледный». До Спарка постепенно начал доходить смысл написанного письма. Он понял, что проиграл. Зазвонил телефон. Это была его жена. «Джон, мне страшно. Я увидела в нашем дворе карлика в очках. Похоже, он хочет забраться в наш дом. Я вызвала полицию». Джон похолодел от ужаса. Он понял, что ни полиция, ни он уже не успеют ей помочь. «Джон, приезжай скорее, мне страшно. Что мне делать?» «Дорогая, я люблю тебя. Сара, милая, прости меня. Я тебя очень люблю». Спарк заплакал, не стыдясь своих слез. В ответ он услышал сдавленный крик жены и короткие гудки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.